Здравствуйте! Это еженедельный выпуск опровержения неправдивых новостей о событиях в Украине «Stop Fake News». Меня зовут Алина Суганяка. Сегодня новости я веду без Марго Гонтар. Она вместе с нашим коллегой в Лондоне на международной конференции, посвященной методам проверки фактов. В этом выпуске вы услышите про ложь о нападениях Нацгвардии на мирных жителей, фейк о тысячах беженцев за день в Ростовскую область и очередные страшилки о правом секторе. Канал НТВ рассказал о том, что Нацгвардия Украины открыла огонь на поражение по мирному населению. Они показали якобы жительницу Краматорска, которая пожаловалась, что прячется от бомб в подвале своего дома. Многие, чтобы пережить так называемую антитеррористическую операцию, в буквальном смысле готовы уйти в подполье. Этот дом еще строили моей бабушкой с дедушкой, которые прошли Великую Отечественную войну, и они даже не рассчитывали, вот подвал сделали, они не рассчитывали, что этот подвал когда-то нам нужен будет как бомбоубежище. В мирное время, в 21 веке на Украине от бомбежек мы будем прятаться в подвале. Это преднамеренная фальсификация. На самом деле Людмила Жиромская живет в селе Терпинне Запорожской области, которая находится за 300 километров от города Краматорск. И никаких бомбежек в селе нет. Ложь была раскрыта благодаря небезразличности жителей этого села. Они обратились к журналистам украинского канала ICTV. Съемочная группа поехала в Запорожскую область и под видом российских журналистов предложила украинке еще раз рассказать ту же историю. Правда, она попросила отложить съемки. Я не против, но только не сейчас. Почему? Потому что у меня после того репортажа были большие неприятности. Местные не поняли, тут это самое... Ну, у нас очень тяжелое село. Я не могу светиться, ребята. Впрочем, ее муж согласился и сыграл для журналистов на камеру. Мы с женой туда ховаемся, скажете, вдвоем. 7 тысяч украинских беженцев за сутки прибыли в Ростовскую область в среду и еще 8 тысяч в четверг. Такие ложные цифры распространили на этой неделе российские СМИ. Опровергли эту новость и украинская погранслужба, и ростовские чиновники. Появился фейк после записи в социальной сети на странице Павла Астахова, уполномоченного по правам ребенка в России. В область за сутки прибыло более 7 тысяч украинцев, написал он 4 июня в своем инстаграме. На следующий день сообщил еще о 8 тысячах. При этом Астахов использовал именно формулировку «украинцы прибыли и въехали», но в контексте темы о беженцах. И многие СМИ стали сообщать не о тысячах въехавших в Россию украинцев, а о тысячах беженцев. В то же время украинская погранслужба утверждает, это обычная миграция. Так, например, 3 июня выехало 11,5 тысяч граждан, а накануне выходных 30 мая 15 тысяч. Более того, в Госпогранслужбе заявили, что в этом году отмечается существенное уменьшение выезда в мае украинцев в Россию. Опровергли фейк и на сайте правительства Ростовской области. Написали, беженцы есть, но гораздо меньше. Так, по данным на утро четверга, 5 июня, в области разместили около 700 беженцев. Фашистами из правого сектора на этой неделе пугал портал «Новости России». Материал вышел с заголовком «Костяк Национальной гвардии – это ультрас и правый сектор». Проиллюстрировали его фотографии молодого человека с нацистскими татуировками. Фото с подписью «Набор добровольцев в батальон Азов» быстро разлетелось по соцсетям. Однако оно не имеет никакого отношения к новобранцам. Это изображение появилось еще в 2005 году в подборках о тату с нацистской символикой. Только на нем у одного из мужчин нет нашивки правого сектора. Это творцы фейка дорисовали. Пугали СМИ не только батальоном Азов, но и днепропетровскими добровольцами. Так, 2 июня на портале Новороз.Инфо появилась лживая новость о том, что каратели Коломойского избили ногами и палками матерей солдат из Западной Украины, которые перекрыли трассу с требованием вернуть их сыновей с юго-востока. Против женщин якобы использовали слезоточивый газ, одна с травмой головы была доставлена в реанимацию, еще несколько получили многочисленные переломы и ушибы. На самом деле во Львовской области действительно родители солдат на протяжении 2 дней блокировали выезд из воинской части, боялись отпускать на восток. Но все обошлось без драк и крови. Солдаты прорвали родительский блокпост и уехали. Никто не пострадал. А видео с побоями, которые распространили СМИ, это кадры 2010 года с Одессы. Тогда прохожие напали на водителя, сбившего женщину на тротуаре.
Это были самые яркие фейки этой недели. Больше вы можете найти на нашем сайте stopfake.org. Также разобраться в ситуации в Украине поможет документальный фильм журналистов информагентства Аль-Джазира с названием «People and Power Ukraine – A Dangerous Game». В поисках правды авторы пообщались как с проукраински, так и пророссийски настроенным населением, поговорили о Степане Бандере и правом секторе, референдуме в Крыму и крымских татарах, а также почему восточные области Украины хотят отделиться. Благодарим за ваш интерес и поддержку. Если вы считаете проект StopFake нужным, вы можете помочь нам. Реквизиты для перечисления средств на наше развитие находятся на сайте stopfake.org. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал.